Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 22 апреля. Поехали! В Узбекистане прошли сильные осадки, которые вызвали наводнение. Из-за буйства стихии погибло 5 человек, а без крова осталось более 100 человек. Это наводнение в этих краях наблюдалось впервые за последние 80 лет. Как информируют местные СМИ, в Джизакской области Узбекистана выпало 10% годовой нормы осадков. Они и стали причиной наводнений и исхода селевых потоков. Наводнения произошли в 5 районах области. Пострадали населенные пункты, социальные объекты, а также посевы местных жителей. Наводнение в селе Эгизбулак Фарижского района повредило здание школы и детского сада. Некоторые дома были затоплены. Несколько дорог оказались заблокированными для движения транспорта. На место происшествия прибыли сотрудники ДЧС и его региональных отделений, которые приняли меры по ликвидации последствий от этого дождя. На данный момент ведутся работы по расчистке дорог, а также восстановлению инфраструктуры. В Аргашинском районе Курганской области на озере Малое Песьяное произошел частичный замор рыбы. Местные жители публикуют видеокадры этого ужасного события в социальных сетях. Как информируют местные СМИ, такие явления регистрируются ежегодно и носят частичный характер. Озера маловодные, толщина льда нынче была от метра и более, то есть жилой зоны почти не было. Некоторые озера промерзали и до дна. Таким образом, в водоеме нет условий для существования такого количества рыбы. Последние 10 лет наблюдается маловодье, и эта ситуация с каждым годом ухудшается. На этом фоне природа сама себя и регулирует. В этом году на озере наблюдался частичный замор карася. Ливневые осадки накрыли центральные районы Парагвая, вызвав локальные наводнения в нескольких департаментах. Среди пострадавших от наводнений столица Асунсьон и город Луки, который расположен в департаменте Централь. Как информируют местные СМИ, за 5 часов суммарно выпало 85 мм осадков, и при этом дожди продолжаются. Средняя высота затопленных районов составила 50 см, а максимальная почти 1,5 метра. Пострадало 2 человека, их автомобиль унесло сильным потоком воды, они получили травмы средней степени тяжести. Регулярные осадки в течение этого месяца привели к тому, что уровень реки Парагвай в районе столицы Асунсьон за неделю поднялся почти на 2 метра. По состоянию на сегодня глубина реки составила 3 метра 73 сантиметра. Власти выпустили распоряжение эвакуировать людей, проживающих в низинах. Синоптики прогнозируют до понедельника выпадение как минимум еще 100 мм осадков. В Доминиканской республике вспыхнул крупный лесной пожар. Основные очаги возгорания сформировались в северной провинции Пуэрто-Плата. Первые сообщения об этом пожаре появились еще во вторник, и до этого момента пожарным не удалось локализовать этот пожар. Мало этого, по последней информации, этот пожар приближается к заповеднику и угрожает охраняемым лесам. На тушение брошены все силы, которые имеются в распоряжении властей в этом регионе. Территория, охваченная огнем, превышает 20 гектар. Огонь стремительно разрастается. На помощь пожарным и добровольцам прибыли 2 вертолета, которые помогают в тушении этого пожара. Однако по состоянию на вечер 21 апреля пока потушить эти возгорания не удается. Также пока точно неизвестна причина столь масштабного пожара. Однако известно, что в последнее время из-за сильной засухи в стране во многих уголках Доминиканы возникают лесные пожары. За последние 24 часа Солнце произвело 19 солнечных вспышек, в том числе 5 М-класса и мощную вспышку X22 на AR2992, которую вы можете видеть на этой анимации. Эта вспышка самая мощная за последние 5 лет. Интенсивность вспышек измеряется в классах A, B, C, M и X, где X является самым сильным из всех. Самая мощная вспышка была зафиксирована в далеком 2003 году, и ее класс превышал X28. Источником вспышки было солнечное пятно 2992, которое находилось на западном лимбе Солнца. Корональный выброс массы не был направлен на Землю, и это очень хорошо. Потому что ранее в этом году SpaceX уже потеряла более 40 спутников Starlink из-за солнечной вспышки, когда они едва достигли орбиты. Мощные солнечные вспышки способны нарушить работу тысяч спутников, которые в настоящее время летают вокруг нашей планеты и играют важную роль в обеспечении средств связи.
На столицу Венесуэлы обрушился сильный дождь и град. Улицы города Каракаса оказались затоплены бурным паводком, движение транспорта было нарушено. По меньшей мере 800 семей пришлось эвакуировать из районов, наиболее пострадавших от этого наводнения. От этого паводка также пострадали районы, прилегающие к столице. Водители автомобилей были застигнуты потоком воды и оказались в затруднительном положении. Наиболее серьезный ущерб стихия нанесла району Макарау, расположенным у границы столичного округа Каракас. Согласно информации представителей гражданской защиты, несколько ручьев вышли из берегов, вынося грязь и обломки деревьев в населенные пункты. Венесуэлу одолевают сильные осадки уже больше недели, и синоптики пока не радуют. По последним прогнозам, такие дожди будут наблюдаться как минимум до понедельника. В Италии произошло нашествие медуз. Довольно большая стая медуз вторгается в порт Триеста. Тысячи медуз, которые оккупировали прибрежные воды, привлекли внимание как ученых, так и местных жителей. По мнению специалистов, это группа медуз вида Ризотама пулма, одни из самых крупных обитающих в Средиземном море. Ветер и морские течения могли быть связаны с массивным прибытием этих медуз к итальянскому побережью. Биолог из Триеста объяснил, что вероятно они находятся близко к поверхности. Весной вода прогревается больше всего, и там больше света и, следовательно, больше планктона, который и привлекает этих медуз. Несмотря на впечатление, производимое таким скоплением медуз, их укус не вызывает серьезных последствий, лишь некоторое раздражение. Обычно размеры этих медуз не превышают 60 сантиметров, но этот вид может достигать и 1 метра. Как и ожидалось вчера вечером, на Сицилию обрушился сильный шторм Сироко с порывами ветра до 100 км в час в северной части острова, местами даже выше вдоль хребтов горных районов, таких как Неброди. Ветер причинил много неудобств и вреда от Трапани до Мессины. Отмечены были поваленные деревья и сорванные крыши с домов. Часть из них упали и повредили припаркованные автомобили. Пожарные и городские бригады занимаются восстановлением инфраструктуры, а также расчищают завалы на дорогах. Синоптики прогнозируют сильный ветер до конца суток. Власти выпустили погодное предупреждение, а также попросили местных жителей быть предельно внимательными на улицах. Такой сильный ветер очень непредсказуемый. За несколько дней сильных осадков в Эквадоре река Чанта-Урка вышла из берегов и затопила несколько районов. Такие осадки спровоцировали сход селевых потоков, которые в буквальном смысле снесли несколько домов. Власти отметили, что на Эквадор обрушились сильнейшие за последние 20 лет ливни в этом районе. Наиболее пострадал район Санта-Исабель-Азуай. Как позднее сообщили синоптики, выпавшие на окрестности Санта-Изабель-Азуай осадки в 40 раз превысили прогноз. Ливни спровоцировали наводнение, на ликвидацию последствий которой были направлены пожарные и городские коммунальные службы. Как информируют местные СМИ, 10 человек пропали без вести. К поискам пропавших власти также планируют задействовать и армию. В этом году Эквадор уже второй раз сильно пострадал от наводнений. Буквально 2 месяца назад сильно пострадал Кито. Наводнение забрало жизни 47 человек. 3-метровый гигантский кальмар выбросился на берег в Японии. Гигантский кальмар длиной около 3 метров был обнаружен на пляже, что, по словам местных жителей, является редким явлением. В 10 часов утра один из местных жителей заметил кальмара на пляже Угу-Вабами, префектура Фукуи, на побережье Японского моря. По данным муниципалитета Абамы, кальмар был еще жив, когда его обнаружили. По словам чиновников, это необычно, когда гигантского кальмара выбрасывают на берег еще живым. Обычно таких гигантов выбрасывают уже, к сожалению, мертвыми. Глубоководное существо будет доставлено в аквариум в префектурном городе Сакаи. За последние сутки на Земле произошло 108 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 6,7. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 10 странах. Каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Водопад с ныряльщиками за жемчугом в Дубай Молл.
В Дубае, который постоянно развивается, находится много фонтанов, и самым привлекательным из них считается фонтан ныряльщиков в Дубайском торговом центре. Проходит он через все 4 уровня здания и состоит из 2 конструкций, каждая из которых имеет высоту и ширину 24 и 30 метров соответственно, а также резервуар для обратной подачи воды. Этот фонтан имеет высокое символическое и историческое значение для местных жителей. Дело в том, что местная почва не особо плодородна, а до начала массовой добычи нефти Эмираты большим богатством не отличались. Большую часть еды они получали из-за рубежа, расплачиваясь за нее единственной доступной ценностью – жемчугом, который вылавливали из Персидского залива местные пловцы. Вокруг водопадов Дубай-Молл расположены пальмы, а струй воды веет прохладой и свежестью. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.